Всем привет! Легендарная Сёгун Райден, на превьюхе бьет в крысу со спины. Нет, все было не так. Япи, привет! Насколько я помню, мы победили сеньору, и когда выходили, были галюны, и Райден сказала, что я признаю твою победу, и ты можешь выйти живой из поместья. Как только мы переступили вот этот порог... Или нет? Ну, короче, как только мы вышли из поместья, она тут же телепортировалась и попыталась убить, просто чтобы показать ее жестокость, то, какая она жестокая и вообще фу-фу-фу. Вот, поэтому не в крысу, а какая вот жестокая Сёгун. Вряд ли понимаю, это была шутка. Простите, не понимаю. Я слишком стар для ваших шуток. Так вот, сегодня мы пройдем задание Легенд Райден. Я надеюсь, что мы успеем. Но вначале мы заглянем. Во-первых, мы переключили в прошлой серии квесты на Манштатские. Так, это не то. Письмо. Во-во-во. Вот. Мы допройдем те задания, которые у нас есть, которые сюжетные в Манштате, и перейдем к Лиуэ. Так, охайо-ня, охайо гозаймасу. Привет, не устал так часто стримить? Ну, я же стримлю недолго, не как другие стримеры, я стримлю по 2 часа, поэтому 2 часа в день я выделить могу. Спасибо, что переживаешь, если переживаешь. Вот. Что? Письмо одного мальчика. Эх, интересно, как поживает мальчишка? В чем дело? Привет. Ты как раз вовремя. Помнишь, мы обсуждали письмо? Если у тебя найдется свободная минутка, отнеси это письмо Грейс. Хорошо. Благодарю. Лидия, здравствуйте. Риви, привяу. Такая модная. Пепе. Так, это Грейс? Это Грейс. Подожди, мальчик это Тимми же, да? Я правильно? Щупательный стрим сегодня. Райден будет на 7-м небе от восторга. Ли, здравствуйте. Да, я надеюсь, Райден понравится. Ну а почему бы нет? Любая хочет внимания, правильно? Риви, спасибо. А у вас с громкостью все хорошо? Вы игру нормально слышите? Лидия, спасибочки. Так, Грейс. Странно, почему до сих пор нет? Может быть, что-то случилось? Тебе письмо от Драфа. Почему ты доставляешь, а не голубь? Стоп, подожди, этот диалог уже был. Мне надо было его прочитать. Блин. Что-то стряслось с голубями. В Спрингвилле каждый день происходит что-то странное. Спасибо за письмо. Постой, у меня для тебя награда. Насчет письма. Ох, ты его прочитала? Ну ладно, там ничего секретного. Как говорит об этом Драф, что случилось давным-давно. Пусть это было очень давным-давно, мы никогда об этом не забудем. Что именно случилось давно? Ты правда хочешь узнать? Похоже, тебе можно доверять. Обещай, что никому не расскажешь. Обещаю. Отец Тимми, хороший друг Драфа. Они вместе охотятся, пьянствуют и балагурят. Рыцари много раз выносили им предупреждения, а сестра Виктория много раз с ними серьезно беседовала, однако эти меры ни на что не повлияли. Но когда родился Тимми, его отец решил остепениться, бросил пить и начал работать, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. Он хотел быть примером своему сыну во всем. Он настолько серьезно к этому подошел, что даже Драфа заставил бросить пить. Порой они не выдерживали трезвой жизни и пропускали по стаканчику яблочного сидра или бочки. Несколько раз я к ним присоединил. Ты чё, мать? Тебе вообще нельзя. К сожалению, однажды во время охоты отец Тимми был серьезно ранен.
Драф сделал все, что мог, но, к сожалению, им не удалось спасти его. После этого Драф попросил меня присматривать за Тимми, а сам вернулся в Спрингвилл. Каждый месяц он присылает письмо и немного денег, но он же не может посмотреть в Тимми глаза. Может быть, это он убил его по пьяни там на охоте? Всем привет! Всем приветик. Может быть, реально он убил отца Тимми, поэтому он чувствует вину и отправляет все это? Недавно он сказал, что хочет рассказать Тимми всю правду о том злополучном дне. Так, ты не хочешь, чтобы Тимми узнал правду? Нельзя вечно скрывать с него правду. Что плохого, чтобы знать правду? Нельзя вечно скрывать. Я понимаю, но он такой счастливый славный мальчишка. Я просто хочу, чтобы... Нет, я настаиваю, чтобы у ребенка было счастливое детство. Какая бы тяжелая жизнь ни ждала его впереди, пусть у него будут хотя бы теплые воспоминания о детстве. Не буду спорить, что Тимми растет очень быстро. Он задает все больше вопросов. С ним становится тяжелее общаться. Нора рассказывает, что Тимми хочет отправить отцу письмо и говорит, что для него и готовит для него разные подарки. Но в последнее время он стал замкнутым и молчаливым. Если у тебя найдется минутка, можешь поговорить с Тимми? Хорошо. Спасибо. Пойдемте поговорим. Грейс одобряю. Так. Какие одобряю? Кирада, если ты еще здесь, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Гильдия искателей. Ой, у меня что, наверное, что-то закончилось. Доброе утро. Значит, дожить до рассвета весел. Да, Ли, как твое самочувствие? Данил, привет. Та-та-та. Привет. Какой ранг впервые играешь? Да, я играю в Геншин, первый раз прохожу его. У меня 51 ранг. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Экспедиции. Получить все. Повтор. Одобряю яблочный сок. Никаких соков для Риви. Только вишневый. И не забродивший. Вот. Тимми, как ты, брат? О, а ты чё? Слупок какой-то. Да, в принципе, нормально, правда, голоса почти нету. Вчера лесилось очень много. Какое понятно. Азиза, привет. По-прежнему не словечко. Ты кормишь голубей? Что ты делаешь? Я пишу письмо отцу. Мама Грейс говорит, что папа отправит мне письмо голубиной почтой, когда у него будет свободное время. Но пока я не получил ни одного письма. Наверное, папа очень занят. Я решил, что у папы совсем нет свободного времени. А если нет совсем свободного времени, то я сам напишу ему первый, а внутрь конверта положу какой-нибудь подарок. Но я еще не придумал, какой именно. Придумал! У него звездочка была здесь. Одуванчик. Мама говорит, что в Манштате все любят одуванчики. Ты можешь принести мне несколько одуванчиков? Может, придумаешь другой подарок? Я хотел бы отправить что-то более серьезное, но голубь не сможет доставить тяжелый подарок. Спасибо, приветики. Так, подождите. А что происходит? Нет, все правильно. Все правильно. Потому что папа работает очень далеко. Ладно, но у меня есть Тимми. Ты принесла одуванчики? Да. Отлично, этого будет достаточно. Кладем семена одуванчиков, запечатываем конверт. Готово, ура! Папа так обрадуется, когда получит от меня письмо. Но я слышал, что для этого нужен специальный голубь. И я не знаю адрес. Точно! Я вспомнил, как мама Грейс говорила про дядю Драфа из Спрингвилла и его почтовых голубей. А еще она рассказывала, что дядя Драф знает папу. Наверное, у него получится отправить письмо по адресу. Поможешь еще разок? Отнеси письмо дядю Драфу и попроси его отправить голубя папе, пожалуйста. И еще, не читай это письмо. Ладно. Простите меня. Я сделаю это прямо у тебя на глазах. Ой, не сюда. Вот сюда.
А где письмо? Дайте письмо. О, что такое? А, мы же подземелье проходили. Доброе утро, всем доброе утро. Снова на подарочки. Да я забываю, господи. Привет, Тенра, ты вновь не вовремя, я еду в автобусе, а тут... Ну, простите, пожалуйста. Использовать. Ух ты, что такое? Защита, шанс крит попадания и восстановления. Как будто бы не очень, да? 3 маленьких. Перо. Блин, надо было все открыть. Использовать. Так, на фиолетовую мы не смотрим. Спасибо за подарочек. Где письмо Тиме? Я хочу прочитать письмо. Что Тиме пишет? Вот. Плотно запечатанный конверт, внутри которого находится письмо, чернильные строки, одуванчик, любовь и хрупкая надежда. Я не могу прочитать письмо, обидно. Флай, спасибо за подарочек. Мэг, привет! Здравствуй! Ты видела, что я ознакомился с твоим творчеством? Ты молодец, ты прям умничка. А как же конфиденциальность, алло? Не в то время живем, здесь нет никакой конфиденциальности, тем более Тиме. Я бы исправил у него ошибки, вдруг бы он написал что-то неуместное, я бы все поправил. Я ж хорошка. Привет, Энритян, здравствуйте, Кстилтян. Моим творчеством не видела каким. Я все видел. Здрав. Привет, письмо отправлено. Тиме хочет отправить это письмо отцу. Тимми все еще пишет письма отцу. Я полагаю, что Грейс тебе все рассказала. Я не могу его отправить. Просто не будем отправлять. Сожги его, отдай его мне. Отдай его мне. А тебе? Ну зачем? Ты же не думаешь, что его адресат все еще жив? Туда, где он находится, не доходят письма. Раньше я тоже надеялся, что увижу с ним, но... Настало время примириться с суровой действительностью. Моего друга больше нет. Довольно об этом. Я оставлю письмо себе. Считай, что оно отправлено. Он понял бы, почему я так поступаю. Старый добрый друг. Блин. Так, секунду. Вот. Спасибо и тебе. Прошу, не рассказывай ничего Тиме. Я ведь могу тебе доверять. Вот твоя награда. Ты все испортил. Так, я не поняла, что там в игре письма дошли или чего. Пока нет. У тебя ТТ не лагает? Скорее всего, это у вас лагает. Сейчас ТТ очень сильно в Казахстане лагает. Голубя голубям отправляют. К одному голубю привязывают. Вопрос, интернет не ловит. Да. У всех сейчас в Казахстане такая фигня. Костил, иди на ютубчик или твич. Может быть, это фигня СНГшная, я не знаю. Так, все. Здесь мы выполнили. Потом мы выполним быстренько репутацию вот здесь. Правильно? Правильно. У тебя с ТТ все норм, потому что ты живешь не совсем рядом с нами. Так, ой, куда я иду? С ума сошел, простите. Так, наша репутация. Это же первый раз, когда мы будем проходить репутацию. Мадраме Хякубей. Здравствуйте, что привело вас сегодня в комиссию Яшеру? Какая моя репутация в Инадзуме? Насчет этого, если бы вы могли помочь закончить кое-какую работу здесь, все в Инадзуме были бы вам очень признательны. Давай. На чужой стороне. Катерина в Инадзуме. Окей. Прогресс недели. Прошу помощи, Сата. Нужна помощь. Пожалуйста, уничтожьте монстров, слоняющихся по острову Яшеру. Вот такое мне передали поручение. Сперва мне показалось, что в этом нет ничего особенного, но потом дальше говорится, что не обошлось без автоматонов. Это кто? Это вот эти... Все, я понял.
их мне нипочем не одолеть. Так что... И согласится ли кто-нибудь избавить меня от этого поручения? Само собой, награда ваша. Прошу помощи, Канра. Ума не приложу, почему любимый до сих пор не написал мне. Он отправился в Канадзуку, чтобы записаться в армию, и с тех пор от него нет вестей. Жив ли он или нет? Даже думать страшно. Не мог бы кто-нибудь собрать для меня 5 цветков сакуры? Надеюсь, священная сакура отнесет мои молитвы великой наруками и защитит мою любимую. На самом деле, это просьбы один в один Манштадт. Как мы выполняли поручение вот этой слепой девушки, которая просила принести нам одуванчики, чтобы также молитву вознести. Я один раз прочитаю. Помогите. Кодзуэ. Это поручение мне дал наш хозяин, Таромару. Хозяин поручил мне найти надежных источник товаров, так что помогите мне достать 10 обломков железа. Для чего они нужны? Один в один, я не буду даже читать. Окей, значит, еженедельные квесты неинтересные и дурацкие. Кавер арт, и что? Каверы уже очень давно тема, 8 лет прошло уже. Да, я знаю, что прошло 8 лет, я видел дату загрузки, но все равно ты умничка, это прям классно. Ну, здравствуйте. Так, это беда, это окей, беда. Угу. Здорово, я на YouTube, здравствуйте, теперь здесь. Там не Кодзуэ, там... Кодзузя. Кодзузя? Ты что, с ума сошел? Кирара, конничева. Ты меня тронешь? Кодзуэ? Это Кодзуэ. Ты что, с ума сошел? Так, ладно. Мне же не покажут, да? Мне же ничего не покажут. Так, атака. Я думаю, вот это железо самое простое. Потому что у нас железо есть. Как развести Тенру? Забаньте его. Забаньте его нафиг. А куда? Путите меня. Так. Пожалуйста, подожди, дорогой клиент. Это вы. Чайный дом Камаре. Ой, а у меня свет мигнул. Костыч, ну-ка брось. У меня свет моргнул. Если стримчик отвалится, значит, меня свет вырубили. Чайный дом Камаре к вашим услугам. Об обломках железа. Вы выполняете мое поручение? Если так, уже должно быть 10 обломков железа, да? Да. Вот. Забирай. Отвратительно. Да, ровно 10. Я передам их Таромару, простите. Отвратительные квесты. Ну ладно, будем выполнять ради того, чтобы выполнять. Ни больше, ни меньше. Можете подсказать, как называется штука, в которую ложатся предметы и потом ломаешь и дают предметы? Ой, я не знаю, я ее сам не использовал никогда. Она у меня вот здесь где-то была. Вот это. Ну как хотите, брысь. Прибор, который может давайте попробуем. Да, реально. И что можно закинуть? Так, мне надо Кысыча наказать, подождите. Насранец. Конь, блин. Так. Преобразователь. Это же он? Цветы закинь. А вдруг они мне нужны будут? Вот эти, букет, который так дожил Кирчур изгой, ничем особенным не выделяется. Желает награды, а лишь чтобы его труды... Я не хочу цветы выкидывать. Вдруг мне потом надо будет подарить их? Давайте одну... Вот такую штуку, у меня их много. Он же одну отдаст? Надо... Ё-моё, нет. Не, я не буду. Я не буду ничего тратить, да. Уберите. Как его убрать теперь?
Оно само пропадет? Забрать. Ну, в общем, это оно. Не-не, сам пробуй. Камни, яблоки, фигню всякую. Нет, все. Так, нажми не хочу. Так, там сверху можешь поменять. Не на этой вкладке. 150 ложить надо, жесть какая. Можно, что не жалко. А мне все жалко. А как получить? А я не помню, как я его получил. Это чатик тебе напишет. Так, ладно. Поручение. Что у нас дальше? Поехали. Ой, надо же еще палочку вытянуть. Убийство сделать. Вот это безбожное, которое за которое нам даже не платят. Засранцы. Мать. С ними все хорошо, верно? О цвете сакуры. Вы видели мое поручение? Вам уже удалось найти 5 цветков сакуры, да, вот? У меня нету цветков сакуры. У меня их 4. Потому что они по-дурацкому добываются. Нужен электро кто-то, чтобы их добывать. А вон там не цветок сакуры случайно? У меня даже в отряде никого нет. Давайте я инфы, я пока заменю на тебя. Так. Спасибо за подарочек. Да, это он. Окей. О цветке сакуры. Да, вот они. Блин, у меня 5 цветов. Они же не нужны мне больше. Ну, по крайней мере, для прокачки я никого не видел. Спасибо, знаете, с тех пор, как мой любимый мужчина ушел на войну, от него не было никаких вестей. И минуты не проходит, чтобы я не волновалась о нем. И только созревание цветов священной сакуры помогает мне немного успокоиться. Дело в том, что прежде чем уйти, он поклялся священной сакурой, что вернется ко мне целым и невредимым. Мать, это война. Алло. Так, давайте сразу пообщаемся с этой женщиной. Ящик предсказаний. Испытать удачу. Как делишки? Все нормально. Как твои делишки, Макс? Тяни. Так. И теперь мы сейчас поговорим с ним. Ящик предсказаний. О, не то нажал. Да что ж такое? Гандоринго. Макс, спасибо. Не шали. Так. Туманные ночи. Туманно. Понятно, возьмите гадальный листок. Я благодарен за то, что вы оказали помощь. С нетерпением жду успеха и на этот раз. Ага. Так. Кусыч! Можно я обратно поменяю на тебя? Мне сформировали другой отряд, но я пока не готов его использовать. Отдай печати делю Олло. Да какие? О, у меня есть. Сделать подношение. А все. Не так много, как хотелось бы. Ой, скоро вот... Ключик скоро получим. Блин. Печати даются, когда открываешь сундуки. Я прав или прав? Я же могу просто взять и открыть все сундуки нафиг и все. Меня скинул, не стыдно. В смысле? Что там Сетлали? Она есть. Она живет. С ней все хорошо. Так. Да. Угу. Еще и почти за повышение статуи дают. Блин, а я печати на самом... этим... Не собираю электрокулы. Почему-то. На них времени нету. Нам надо посмотреть, куда нам надо идти. Гадальный листок. Читать. Подожди, это опять же то же место получается. Завершение 13-летнего дела Кин. Убийца демонов недавно наконец-то обнаружились. Следы семьи преступника, ответственного за убийство Канадзуки 30 лет назад. 30-летнего, простите.
Мацудайра Канджиро по прозвищу Кин, убийца демонов, и его сообщники были замечены на острове Яшиори. Перейдите в отмеченную точку и все разузнаете. Если Кин убийца демонов там, отправьте Шумацубан по следу предателей и преступников. Так, я надеюсь, это опять то же место, мы просто спустимся вниз и все будет хорошо. Вот здесь. Какой урон Ичиори? А я не знаю. Подробней. Здесь смотреть. Шанс крит попадания, крит урон. Сила атаки. Я не знаю, в общем, вот. Он есть. Она критует по 30 тысяч, не больше. А вот зря кусь тебя за электроклы. Да я же не виноват, я же прохожу всякие активности. Вот оно, да? Сейчас, секунду. Тихо. Тихо, тихо, где ты, куда? Так, вот это, да? Это же оно? Би. Читать. Нет, это не оно. Чуть выше храма на руками. Где на руками чуть ниже. Что? Храм на руками. На зеленом треугольнике ниже белой части там развалины. Зеленый треугольник. Треугольник? Треугольник. Треугольник? На данж и лево. Окей. Вот это. Ты про это говоришь? Все, я понял. Целых 30 тысяч. Отстань от меня. Ты читер, ты не считаешься, вообще не котируешься. Где-нибудь вот здесь, в дырочку? А дырочки нету. Сколько тут всего? Как это нет, когда да? Я же все узнал. На данши и влево. Ну я данши влево. Говорит, оно где-то на горе. Там палатка. Лидер говорит, ладно, я пойду уж. Всем хорошего настроения. Давай, Лидия, всего доброго. Возможно, еще прибегу к вам. Люблю чатик, люблю Тенра. Давай, давай, хорошего тебе дня. Као Кайлтер говорит привет людям с Ютуба. Макс говорит Тане, мы же гордимся тобой. Ну конечно, спасибо за подарочек. Ли говорит ех, сегодня уже электричка в Астану. Аня Мика говорит, стоп. Че, обманула? Покажи место. Обманула меня, да? Обманщица маленькая. Не обязан, говорит автор, сосед, член, сосед, член, сосед, не, я член, не такой, сосед, спасибо. член, сосед, член, сосед, член, сосед, член, карт. Уже забанили. Санатамик говорит, Спасибо я уже за второй подписку. день крашу картину по номерам, почти закончила. Ой, ты молодец. Аня Мика говорит, шахта Дзякаку, от порта слева. От порта? Риви говорит, проходил задание, очищение священной сакуры. Да. Полка говорит, можно к вам зайти. Нет, нет, я сейчас Санатамик прохожу говорит, квесты. так что просто слушаю вас. Шахта, окей. Ли говорит, ай-яй-яй. Мне бежать на тик. Не, уже забанили. Я так понимаю, тут кто-то был. Као Крафтер Ревечка? говорит, не обязан в 3-й степени бан. Бета Ник Фреми говорит, это что сейчас было. Другой остров Аня не. Мика говорит, другой остров ня. Какой остров не? Ремем БРР ми говорит, вот это, конечно, скример был от «не обязан». Так, где ты написала?
Не то. Лагерь Кюджо. Ты что написала? Шахта Джакоку от порта слева. Анимика говорит, ищи название. Шахта Дзякаку. Так я не FLY вижу. говорит, Ревина ТТ. Вадим Юрич говорит, привет всем. Здравствуй. Риви говорит, я тут контроль smiling face with sunglasses. Ли говорит, но у меня просто тик не грузит, главное ревичка есть. А, Тик вот она, под вот она, контролем. вижу. Все, не кричите. Као Кайлтер говорит, я теперь на ютубе. Здравствуйте вам теперь на ютубе. 地面の泥水の方が嫌いだわ。服につい Так, たらなかなか取れないんだ。 шахта Дзякоку Макс говорит, справа Риви Фейс. от порта. Порт Фиолетта это вот это, говорит, да? Риви великолепная Ревяу спасает мир. Вадим Юрич говорит, Правильно. играет кто-нибудь на Америке? Вот здесь, наверное. FLY говорит, Риви, ты тут главный авторитет. Так, ой, Макс говорит, Вадим Юрич, ноу. отслеживать. Еплай говорит, у тебя, кстати, награды за театр и бездны не собраны. そんなつまらない Серьезно? Аня говорит, у Уверен? тебя там порт закрыт, внизу острова. 使い勝手のいい刃物を使うまでよ。 Сейчас полетим, сейчас все узнаем. Вот тут как, но это не то, это явно Макс не то. говорит, Риви держит весь район в страхе. Вадим Юрич говорит, disappointed disappointed face печально. Као Кайлтер говорит, мне вчера на Европе Арекина выпала. Поздравляю, а мне Риви не говорит, падает нифига. FLY циркумфлекс, подчеркивание Я страдаю. циркумфлекс, конечно. Санатамик говорит, вчера, кстати, театр Вот оно, обновился да. дао. Аня Нет. Мика говорит, порт, я имела в виду телепорт. А, Еплай говорит, когда карту обычно пишут открываешь, ТП. у тебя подсказка про это в левом верхнем углу. Я не туда пришел, да? Аня Мика говорит, рядом с телепортом дырочка будет. Чё за мальчик тут стоит? Као Кайлтер чё говорит, тут а делаешь? сколько у тебя откручено? Ой, у меня, Ли говорит, у меня мямами, кицин я выпал пойду недавно. собираться уже. Меньше 10, наверное. Вечерочком Кстати, ближе можем к 6 крутануть. уже приеду. Если будет стримчик в 8 вечера, думаю, приду смайл улыбка с Будет. подмигиванием. Хорошо. Кстати, что тут? FLY говорит, Макс, авторитет Привет, района. любимый папочка, послушайте историю Уэртакс Тимми. говорит, сколько у тебя примагемов или круток. А у меня Риви нисколько. говорит, да у меня тут кнопочка бана, так что поаккуратнее тут. Мгм. Аня История. Мика говорит, внизу острова Короченя. Окей. Макс Я говорит, так понимаю, на скидываемся, юге, к да? примеру, на Арликина Уин Кингфейс. Ли 15, говорит, то есть пока 20. всем. Постараюсь прибежать 20 на вечерний откручено. стримчик смайл улыбка с подмигиванием. Давай, хорошей дороги тебе. Оказывается, уже 20 откручено. Ничего ся. Ничего ся. Бум. Меч драконьей Као крови. Кайлтер говорит, чей епик будет. Да ничего не будет. Расслабьтесь. О, Шеврёс. Здравствуйте, Шеврёс. Аня Мика говорит, прикольная. как тебе меценат заданил. Так тебе... Я знаю, ну... Я же еще тогда все потратил. Так, ладно, давайте. Ты сказала от телепорта вниз. Я так понимаю, вот сюда нам куда-то. Правильно? Я прав или прав? Ты мне скажи, я тебе скажу. Риви говорит, сколько дней до окончания баннера. 9. Аня Мика говорит, да. Ну вот. Бета Ник Фреми говорит, я до сих пор развиваю Азию. Если раньше на Азии был 22 ранг, то теперь уже 35. Ня. Ты молодец. Стауром Зе говорит, Риви 8 или 9. Дырочка. Нам нужна дырочка с двумя... Дырочка с двумя палками нужна. Аня Мика говорит, ой, еды бы наготовить. Да, кстати, да. Риви говорит, Стауром Z373, к чему вопрос? Я и засмотрелся. Вадим Юрич говорит, что ищешь? Я ищу место по квесту. Вот. И говорит, доброго утра. Доброе утро. Стауром Зе говорит, Риви, какой вопрос, это ответ. Он тебе Аня сказал, Ника сколько говорит, осталось «П, открой». времени.
Вот FLY это. говорит Тенра, включай режим мастера нахождения дырочек. Я вот включил, нашел. Remember ми говорит Тенра, смотри, аккуратнее с крутками, следующая ивентовая лего 100% гарант, так всегда после проигрыша 50 Я слэш. знаю. 50, Я так знаю, что как это бережно работает. выбирай легендар. Вот это оно, да? Рили говорит с Тауром за 373, Шатало ой, его. тогда спасибо. Пацаны, я не виноват. Аня Мика говорит да-да. Вот оно, да. Одна Фиолетта палка, не говорит, две. чуть не случился. Вадим Чё за Юрьевич салюты, говорит, вы чё? FLY циркумфлекс, подчеркивание циркумфлекс, Ронг он the flower walking. Аня Мика говорит, ха-ха, погода за тебя. Да. Зевс на моей стороне. Просто Тор спустился, чтобы воткнуть этих пацанов. Макс говорит, он уже опытный стример. Да, и знаю Геншин наизусть. こういうのが好きなの？ Так, исследовать. Кто-то разводил здесь огонь. Это мог быть Кин. Пойдем посмотрим на говорит, берегу. первый раз водичка помогает тебе. И говорит, ну Райден помогла. Так, Райден помогла, ну. Так, что мы будем готовить? Какую вкусняшку мне приготовить чатик вам? Давайте курочку. Давайте курочку. Быстрая готовка. 30 штук, подтвердить. Зря я так погорячился, ну ладно. Аня Мика говорит курицу. Би. Аня Мика говорит или оладушки. Вот это. Оладушки, на самом деле, я же обычно оладушки готовлю. Курочка. Все, сахарозу надо сразу, поешь, мать. На берегу. Она сказала на берегу. На этом берегу или на другом берегу? Фиолетта говорит, оладушки лучше. Не, ну, если говорить про реальную жизнь, я бы, конечно, блин, я теперь курицу захотел, надо будет пожарить курицу. Так. Тут же нет выхода, правильно? Remember ми говорит Тенра, оформляй заказ. 2 курицы, 5 оладушек. Данные от аккаунта и банковская карточка с 2 сторон. Макс говорит до Тенра, как Томми Версетти, воды боится, как огня. Я очень боюсь воды. Она меня булит. Ай-яй, Райден, прекрати. Я не очень... Я что-то Аня Мика пропустил. говорит, правильно идешь. О, правильно иду. Ладно. Пойдемте правильно сходим. На вон том берегу, где сундук. Ну вон там сидят пацаны, опять FLY чилят. говорит, причем не только в Геншине. Аня Мика говорит да. Можно молнию? Не меня, а их. Райден, давай, фигач их. А это еще что такое? Что с моей камерой? Молния. Пацанов. Вот в этого. Стукни молнией. Не, левей. Вертик говорит, привет, бро. Привет. Левей ударь. Вон того сейчас стукнет. Это не я. Почему они агрятся на меня? Это же не я сделал. Это все Райден, пацаны. Ой, засранцы. Аня Мика говорит, тебе показала камера. Какого пацана бить не надо. Так, она перекрутилась, на 180 ноускоп сделала. Аня Мика говорит, аха, договорился с погодой, читер что ли? Я с Райден договорился. Кац, да. Все. Она просто лево-справа путает. Я ей сказал левее, она ударила правей. Все-таки... Ладно, я промолчу. Так. こういうのが好きなの？ Косыч. Рррр. Что ты бегаешь тут, как конь? Здравствуйте. Я по вашу душу пришел. Кин, убийца демона. Аня Мика говорит, мы, навигатор женский, делаем скидки. Я этого не говорил. Думаю, на этом задание Генда завершено. Интересно, какую палочку мы получим в следующий раз. Геншин Аня говорит, привет. Привет. Аня Мика говорит, МРРРР Ай-яй. 1000. Вай. Вы слышали, да, как он мрр сделал? Он запрыгнул мне на плечо, такой мрр и убежал. Так, все получается. Получается все.
Так, это мы убираем. Все, идем выполнять задание Легенд Райден. Ой, не туда. Джей. Задание Легенд. Геншинани говорит, а у тебя на японской озвучка в Геншине. Конечно. Как иначе? Отслеживать. Можно я попью пока? Так. Что происходит? Я вас выключаю. Если комиссия Тенрю не поможет с грозами, представления могут быть катастрофичными, последствия могут быть катастрофическими. Дело не в том, что мы не хотим помочь, просто сейчас недостаточно людей. Надеюсь, вы поймете. Именно. Давайте продолжим обсуждение и посмотрим, сможем ли мы найти решение. Привет, Тома! Что-то случилось? И вам привет. Только что мы говорили о том, как вы повлияли на Инадзуму. Вот так совпадение. Уж не смеешься ли ты надо мной? Приветствую. Благодарю вас, что принесли мне тогда письмо госпожи Хайраги. Так это ваши друзья? Я слуга господина Камаджи. Зовите меня Иппей. Кажется, у вас неприятности. Да, работа 3 комиссии заключала в сборе информации для Сёгуна и выполнении ее заданий. Но недавно Сёгун изъявила желание провести некоторое время в одиночестве, поскольку она никого не принимает, задания давать некому. Мы все понимаем, что Сёгуну нужно время собраться с мыслями. Вот только проблема в том, что сейчас как раз разыгрались грозы в море. Я слышала, что грозы проявление ее воли Сёгуна. Да, грозы вот уже многие годы оставались одной из формы и размера, но теперь они надвигаются на Инадзуму. Что? Ее воля изменилась, и теперь ей хочется разрушить Инадзуму? Или она так пытается отомстить нам? Это было бы слишком ребячливо. Неужели ты так боишься ее? Не, она нам проиграла, и Паймон ни капельки ее не боится. Просто Паймон беспокоится, а вдруг она разозлилась, и все, да? Об этом беспокоиться не стоит. Нас волнует то, что его воля Сёгуна впервые пошатнулась. Принимая во внимание, что совсем недавно Архонт Лиюэ ушел, хорошим знаком? Серьезно? Нам это не видится. Многим кажется, что буйство гроз вызвано проблемами Сёгуна со здоровьем. Ситуация усугубляет то, что она сейчас никого не принимает. Вполне разумные опасения. Грозы не могли переместиться просто так. Поэтому, пока не поползли слухи, госпожа Камисата поручила мне обсудить с комиссией Тенрю план по противодействию. Мы должны быть готовы к беде, когда она придет. К сожалению, обстоятельства таковы, что комиссия Тенрю столкнулась с сильными внутренними разногласиями. Клан Куджи утратил власть над другими кланами. Почему это? Клан Куджи предстанет перед судом Сёгуна за то, что вступили в сговор с Фатуи и почти разрушили Инадзуму. Всем ясно, что смена главы комиссии неизбежна. Приказ от всемогущего Сёгуна — лишь дело времени. Иными словами, клану Куджи никто больше не подчиняется, но работать кто-то должен. Был бы господин Такаюки в добром здравии, мог бы найти выход, но теперь... Виной тому мои скудные способности. Я не узнал правду вовремя и не оставил отца. Не остановил отца. Теперь я, как глава клана, не могу справиться с беспорядками. Не вините себя, хозяин. Крепитесь, а там вернется ваш старший брат. Я не знаю, что со мной не так. Дай мне бан.
А больше потрясений клан Кюджи не перенесет. Да, ты прав. У Масахита и так достаточно забот. Нельзя ему добавлять их. Итак, Тома, вернемся к этому обсуждению через несколько дней. Сейчас мне нужно наведаться к главе клана Кацутаки. Кацукаса. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки. Да, конечно. Скорейшее разрешение внутренних разногласий комиссии Тенрё пойдет на благо и нам. Я пойду с вами, хозяин. Не стоит. Я справлюсь один. Ладно, доброго пути, хозяин. Скорее возвращайтесь. А ведь выходит, что проблема с грозами и переполох Тенрё случилась потому, что Сёгун решила передохнуть, да? Если так пойдет и дальше, начнется паника. Может, попросим ее на некоторое время выйти? Что? И как ты себе это представляешь? Паймон не знает, но попробовать можно. А согласится ли она будет зависеть от ее настроения. Кажется, вы знаете, что делать. Значит, вы беретесь. Всех волнует состояние Сёгуна, но если люди ее увидят, все их страхи развеются. Я попробую. Благодарю, путешественница. Я снова в долгу перед тобой. Насколько Паймон понимает, только один человек может повидаться с Сёгуном, когда она проводит время в одиночестве, правильно? Значит, идем в Великий Храм на руками. Давай. Так, я люблю бан. Перестань спамить. Вернись в храм Гендеринго. 4-я бирка была последней. Там финальная встреча, разберешься с роскошным сундуком. Что ж ты раньше не сказала? Я туда и иду. Мне вот неловко, потому что в моей школьной компашке 5 девушек, и я один из них. Боюсь, меня покусают и забьют. Глупости какие. Я тоже всю свою жизнь провел с девчонками, в женских компаниях, в женских кругах. Мне было интереснее проводить, поэтому все нормально с тобой будет, не переживай. Так. Мать, исследовать. Что? А куда делась госпожа Генда? Меня это немного беспокоит. Да, а что если она не вернется? Как Паймон узнает, удачный у нее день или нет? Что? Тут есть листок. Дай-ка Паймон взглянуть. Нам не стоит. Это не важно. Вдруг там зацепка. Что же это? Так, воровская судьба. Исследуйте странные знаки в отмеченном месте. Расправьтесь с врагами и преступниками. Окей. Пойдем. Кажется, мы должны посетить это место и получить дальнейшие инструкции. Давай поскорее узнаем. Очень надуманно. Ладно, пойдемте. Не переоценивай мою память. Я этот квест 3 года назад делал. Ничего себе. Интересно, почему же было интереснее? Было интересней. Вот и все. Пацаны, это вы виноваты во всем? Здрасте. Ну да, они какие-то мощные. А где они? Они упали? Не падай. Ты что? Почему лут убегает? Это ж незаконно, оло. С вот этих ящиков очень много еды падает. Нет? В прошлый раз падало. Ладно. Так, это было вот отмечено где-то здесь. Понял. Так, 3, 2, 3, 1. Бум. Эй, бум. Он рядом, да, делает? Да. Бум. Здесь 3, здесь 2, 2, 2 и здесь 3, 3, 3. Эй. Все. Так. По разбитому месту надо. Я понимаю.
Где? Вот этому? Вот этому. Просто тут же секретик был. Вон туда. Угу. Не понял, это что такое? Я же все собрал. Или это лут, который упал, и он сюда вверх поднялся? Как это работает? Я же там все собирал. Это нужное место? Что это? Как я и ожидала, вы пришли. Вы потеряли сознание. В смысле? Почему нас так легко победили, убили? Я отказываюсь. Капец, нас как дурачков развели. Мы в клетке. Гондаринга, кто вы такие и что вам нужно? Ты чё употребляешь? Ты чё несешь? Это мы хотели спросить, госпожа Генда, зачем ты на нас набросилась? Как грубо. Отвечайте на вопрос. Меня зовут Тенра. Я знаю ваши имена, говорите правду. Откуда вы узнали кодовую фразу? Пайнан сказала. Давайте я расскажу, в чем было дело. Мы нашли покинутый лагерь на холме. Вы рассказываете историю о заброшенном лагере и оборванных записях. Понятно, значит, вы случайно наткнулись на эти записи. В таком случае Момока должна быть... Кто такая Момока? Это она хозяйка записи и моя коллега. К сожалению, она больше не сможет служить Инадзуме. Какая жалость. Уверена, у вас ко мне много вопросов. Думаю, я смогу ответить на некоторые из них. Мы с Момокой Ниндзя Шумацубан. Наша миссия — избавить Инадзуму от внешних угроз. А эти полоски бумаги — один из способов, которыми мы сообщаем о наших заданиях. Из-за этого мы претерпели немало... Что? Обид? Из-за этого мы претерпели немало обид, пережили множество опасностей, например, от этих странных и опасных чужеземцев, проникших в нашу страну. Фатуи? Точно. Тот, кто знает пароль, один из нас. Но пароль у каждого свой. Очевидно, Момока рискнула и оставила свой пароль, чтобы уведомить нас о ситуации. Она пыталась выманить врага, который захотел бы использовать шифр. Значит, ты сразу все поняла, госпожа Генда? Конечно, поэтому мне просто необходимо было прояснить ситуацию. Что странно, я все равно не смогла разобраться. Будь вы шпионами и Снежной, зачем вам было честно выполнять задания и не докладывать о них Фатуи? Таким образом, я верю в ваши истории с покинутым лагерем. Из ваших действий понятно, что вы подобрали шифр из любопытства, но вы не враги Надзумы. Да, мы обрели свои имена, но Пайман все равно злится. Мы столько времени бесплатно делали работу за госпожу Генду. Но ведь это были не вы? Вы уже все поняли. Те задания вам давала фальшивка Генда. Но как? Когда я следила за вами, на меня напали шпионы Фатуи. Я кое-что смыслю в искусстве ниндзя, поэтому я их одурачила, притворившись мертвой. Вскоре они отправили своего человека притворяться мной. Серьезно? А я все думала, что с ней такое. Вот что она такая дерзкая была. Значит, та добрая госпожа Генда тоже фальшивка? Добрая, да? Полагаю, все ее любят. В общем, они наверняка предположили, что вы члены Шумацубан и попытались использовать вас, чтобы проникнуть в наши ряды. Это стало для меня хорошей возможностью, пока самозванца не было на месте. Я воспользовалась своими методами и привела вас сюда. А теперь слушайте внимательно. Я даю вам выбор. Работайте на нас извне. Они не знают, что я жива, поэтому у нас преимущество.
В этом есть смысл? Правильный выбор. Все припасы этого убежища в вашем распоряжении. Вообще-то, я сказал не это, ну ладно. Но если что случится, я с вами свяжусь. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Пока. Это все весело, но как будто бы история не закончилась. Это точно конец? Теперь опять гадальные бомбёнки. Так, ну возле ТП. Окей. Эндрюс, привет. Фиолетта говорит, очень мутная тетя. Мутная тетя вообще мутная. Вот Аня это была Мика говорит, «Утречка, мерзкая вон Эндрюс». та. Ух ты. Милашка говорит, приехала домой после ночной, а тут соседи сверлят. Ой, Круто засранцы. мне, а я хотела поспать. Осуждаю Аня твоих Мика соседей. говорит, это завершение квеста, который перетекает в продолжение. Ну, такое пока. Я не скажу, что он был сильно интересный. Ну окей. Он скрытый. Все я собрал, правильно? Записок я никаких не видел. Рычаг не нажимается. И где эта дырочка? Паник говорит, всем привет, я окей. ненадолго зашел, уже убегаю. Здравствуйте. Привет, Привет. Леви, и все остальные, все, я побежал. Давай. Все получается. Так. Что ты сказала? Теперь опять к гадальной. Окей, пойдем. Ты что делаешь? Пес. Тарыка говорит, какая именно дырочка. Ай, уйди. Какая дырочка? Обычная? Милашка говорит, мою руку схватила кошка, спасите. Не, терпи. Риви говорит, пон 4 и к 54, приветик, брат Клинкинг Бир Макс. И пока, брат Клинкинг Бир Макс. Эй, Тенра, если верить словам госпожи Генда, это госпожа Генда точно вылитая Фатуй. А мы встретились снова. То тоже хочешь испытать свою удачу? А может быть, если тебе нужен слушатель или собеседник, я тоже могу помочь. Какая-то хитренькая. Мы просто мимо проходили. Госпожа Генда такая дружелюбная. В самом деле, последнее время мне часто об этом говорят. Это так приятно. Мне всегда хотелось работать в таком прекрасном храме. Она точно Фатуй самозванка. И все же, кажется, ей нравится эта работа. Нельзя терять бдительность. Подождем, пока Генда не обратится к нам. Привет, путешественница. Чем могу помочь сегодня? Хотел повидаться с тобой. Со мной? Вот как? Ах, что? Вот как? Ах, вот как. Прошу прощения. Я не понимаю, о чем ты. Пожалуйста, мне нужно остыть. Все? Все я сделал, кыш суетолог. Он еще какой суетолог? Пес немного еще. Все, да? Здравствуйте. Незаку-чан! Здрасте. Здравствуйте, Незаку-чан. Я все или все? Ну, видимо, все. Кроссбой, доброе утро. Я нажимаю. Может, понюхать ее, пока она не знает. Да, потом ТП к Катерине, и катсцена запустит продолжение квеста. Катерине и Надзумской? Вот сюда? Ладненько, пойду попробую поспать. Всем удачи, всем пока. Милашка, давай, спокойной тебе ночи. Когда вы проходили рядом с гильдией Искателей Приключений, вы на Надзуме, кто-то ударил вас в плечо. Ой, это была Пайман. Да что же это такое? Места на дороге всем хватает. Зачем идти прямо на нас? Не тебе, прошу прощения, не извините, а вот так вот взять и исчезнуть. Что-то здесь не так, Пайман. Что? Записка? Неужели тебе ее подбросили? Давай скорее развернем и прочтем. Вентилятор и решетка.
Косыч, успокой свои тыгидыки. Ничего не написано, только мельница и окошко. Возможно, тут изображено нечто иное. Например, щурикен и металлическая дверь. Верно, дай-ка Пайман подумает. Щурикен, ниндзя, это же Шумацубан. Пайман поняла, это же шифровка госпожи Генда, а металлическая дверь — вход в убежище. Ну, как-то так. Давай, путешественницы, идем скорее в убежище. Там должна быть госпожа Генда. А где это найти? Тенра, здрасте. Здрасте, Лед. Тенра, нельзя нюхать тетенек. Как это нельзя? Ты что, прекрати. Ой, я же не выполнил задание. Сейчас, я быстро. Так, Косыч, успокойся. Пес. Че ты скачешь? Успокойся. Так, ага. А где здесь электрокул? Я прям на нем стою. В воздухе? В воздухе. Ой, конь, ой, конь. Так. Извините. Простите. Remember не говорит Кысыч, беги, шали, и мы будем. Не будете. Лед говорит Китич, привет, Соната, привет. Анника говорит то, что о тебе подсунули, называется особое гадание Бирка. И Рейсенс говорит, сегодня у Махгуси будет стрим. Так. Я по пути просто сделал. Сундуки по пути мы щупаем, мы же помним, да? Нашу договоренность. Говорит, привет, Лед. Вон еще один. Там чувак дерется с сундуком. Вставай, собака. Лед говорит, подожди, я не к тебе пришел. Не могла на стрим зайти. Почему? Что с тобой Чайник такое? Говорит, здравствуйте. Здрасте. Ой, а ты что живой? Анника говорит, Лёдик, тебе уже лучше. Доча говорит, привет. Привет. Все. Все. Да я как бы и не убегаю. Спасибо за подписку. Тихо. Прекрати. Фиолетка говорит, закидал. Лед говорит, давление, температура. Незику, спасибо за подарочек. Давление, температура точно. Ой, беда. Лед говорит, еще плохо. Ты лучше поспей, отдохни, не пялься в телефон. Нафиг не нужен тебе этот стрим. Так, все. Это мы их же сдавать не надо, правильно? Аня Мика говорит, здоровья тебе. Да. Все. Пошлите. А то мы никогда не... Уже сколько Китик прошло? Говорит, Уже час я прошел. голодная, как не знаю. Иди готовь. Remember не говорит Тенра, посмейся. Вот тебе слово лопата. Ты что, с ума сошел? Так, можно я попью? Срангливый говорит, Погнали. здорово. Привет. Не ожидала гостей во время перерыва. Пришли навестить меня? А иначе быть не может. Находчиво, но глаза говорят о другом. Вам нужна моя помощь, ведь так? Спасибо за подарочек. Доча, привет. Тем не менее, твой ответ поднял мне настроение. Говори же, в чем дело? Мы слышали, что Сёгун решила взять перерыв, а после чего усилились грозы вокруг Инадзумы. Если верить слухам, грозы связаны с волей Сёгуна. Люди волнуются, что с ней может быть что-то не так, а комиссии Тенрё нужны ее указания.
Ладно, нет никакого смысла скрывать от вас. Та война оставила на сердце Сёгуна тяжелый след. И с тех пор Эй сама не своя. Что? Она изменилась? Ее силы уже убывали, а потом вы нанесли ей тот судьбоносный удар. Поражение далось ей тяжело. Вдобавок нашу последнюю встречу я забыла принести трехцветное данго и легких романов. Бедняжка. Без утешительного десерта и книг она вышла из себя и начала рыдать и кричать. Кажется, у Райден просто определенные дни, и она такая, ей нужно утешение, обнимашек, вкусняшек, и у нее все будет хорошо. Игра называется Genshin Impact. Арлекину не выбил. Мы сегодня покрутили чуть-чуть, и ничего не выбыло. Пайман не верит, архонты из-за такого истерики не закатывают. Такое вполне могло случиться. Прежде чем ты начнешь возмущаться, учти, что все эти проблемы прозвучали так же нелепо, как и эта ложь. Эй преследует вечность, и человеческая жизнь для нее не дольше мгновения. Какое ей дело до переживаний смертных о ее благополучии? Значит, она в порядке? Подробностей я не знаю. Эй сказала, что хочет покоя. У меня для нее неотложных дел тоже нет, так что беспокоить ее нечего. Месячные начались. Как я понимаю, Райден. Шалет еще как, понимаю, Райден. Вот, все понятно. О грозах я уже услышала. Что же до причины, вполне возможно, что ее воля несколько изменилась. Тем более следует проверить, как она. Никто в Инадзуме не может видеться с Эй, тогда, когда она отдыхает, кроме меня. Скажи только, почему это должно волновать меня? У меня есть все, чего душа желает, и чего только я не повидала. Зачем мне для тебя это делать? Так, ты что, офигела? Это ради Эй. Такой ответ мне нравится. Вот тебе пропуск. Покажи его Окуджу Мэщу, и тебя впустят. Спасибо, Мика! Вопрос мой был шуточный, но ты ответила честно. Оставайся верной своему слову. Когда закончишь, не забудь, что это. Вернуть мне пропуск. Привет, консерва Пайман. Пропуск. Подожди. Пропуск, который вы получили от Яймика. С ним вы можете беспрепятственно войти в Теншакаку и встретиться с Сёгуном. Говорят, что этот пропуск был сделан для особого случая, но Яймика так и не смогла им воспользоваться. Беда. Так, а почему у меня квест не отмечен? Почему у меня не отмечен квест? Не понял. Том... Бренный мир? Вот. Пойдем. На каком это моменте в Геншине? Это квест легенд. Всемогущий Сёгун отдыхает и никого принимать не велит. У нас есть пропуск от Мика. Это что, шутка? Гуджи ни за что бы не стала давать свой пропуск посторонним. Даже такой знаменитой путешественнице, как ты. Гуджи обладает этим пропуском по причине личного доверия всемогущего Сёгуна. Подождите, он настоящий? Подделать его было трудно. Может, спросишь у Мика? Я все понял. Да будет так, как велит Сёгун. Больше не смею вас задерживать. Прошу прощения. Пожалуйста, проходите. Рядом с Сёгуном в часы ее покоя надлежит вести себя ее учтивее. Еще учтивее. Сёгун. Райден. Она все прохаживается туда и обратно. Тебе не кажется, что ее что-то тревожит?
посмотрим. Сёгун Райден, привет. Как ты сюда попала? Незваных гостей ждет мгновенное уничтожение. Постой, это мы же тебе не враги. Разве мы с тобой не помирились? И оказались мы здесь совершенно законным образом. Нет, использовать силу запрещено. В любом случае, уходите. Не нарушайте мой покой. У тебя все в порядке? Это вас не касается. Я восстанавливаю силы. Путешественница, что ты на это скажешь? Какая-то она странная, да? Разве кулакам необходим отдых? Вела ли она себя так раньше? Этому телу отдых ни к чему, но я помощница той, что внутри. Если она желает отдохнуть, я должна следовать ее воле. Пайман поняла, это все Эй. Но почему, если ты если ты занимаешься своими делами, что никак не сказывается на царстве Эфтюмии, верно? У нее там куча пространства. Лучшее место для отдыха ее не найти. Я подчиняюсь ей, больше ничего сказать не могу. Почему бы не успокоить людей? Нельзя, в таком состоянии я ничего не могу поделать, даже если выйду. Сейчас у меня нет ни желания, ни возможности заниматься делами. О чем ты говоришь? Просто рука-лицо. Это запрещено. Пожалуйста, не заставляйте меня больше говорить. Что будем делать, путешественница? Иначе мы так ничего ни до чего не договоримся. Уж не поломалась ли ты? Ты заболела? Ах, это вы двое, давненько не виделись. Сёгун сейчас мало что может сделать. Давайте сразу ко мне. Она такая добрая, на самом деле. Это задание легенд Сёгуна Райден. Райден на самом деле сама добрая, а вот ее кукла, она злая. Как страшно-то, нельзя было сначала предупредить. Нечего тревожиться. Не в первый раз ведь. Так Сёгун сломалась? Тебя починят или... Не переживайте, Сёгун не сломалась. Я лишь временно отключила множество ее функций. Сейчас Сёгун не может заниматься делами и появляться в виде меня. Поэтому проще всего было объявить, что я отдыхаю. Так вот, что значит запрещено. Как я уже говорила, мне нужно подумать о вечности для Инадзумы, а для этого требуется время. Но Сёгун продолжает действовать по старым правилам. Я не могу позволить ей делать ошибки и дальше, пока все как следует не обдумаю. Ты попробовала включить и выключить? Пайман, походу, программист, она знает, как чинить компьютеры. Если кто-то не работает, просто надо включить и выключить. Нет, ее дизайн не подразумевает выключение. Кроме того, я заключила, что смогу изменить правила работы Сёгуна в будущем, хотя такие изменения не способствуют вечности. Ты так строга к себе? Поэтому у Сёгуна такая хорошая система защиты от изменений. Она также оберегает от непредвиденных обстоятельств. На время размышлений в форме вечности более эффективным решением мне показалось отключить некоторые функции куклы, нежели пытаться изменить ее правила напрямую. Вот теперь Пайман поняла. Грозы вышли из-под контроля, потому что некоторые функции Сёгуна были отключены. Грозы беспорядочно ширятся? Впервые слышу. Дело вот в чем. Вы с Пайман сообщили Эй о штормах. Спасибо за подарочек, за свой первый подарочек. Ясно, значит, грозы становятся все ближе. Ты можешь это исправить? Это всего лишь незначительная ошибка. Такого следовало ожидать. Небольшая корректировка Сёгуна все поправит. Значит, напрасно все переживали? Не смотри на меня так. Мне еще не приходилось копаться в Сёгуне, а она очень тонко устроена. Если начнешь вносить исправления, что-то обязательно пойдет не так. Но так и есть. Низкая... Что? Никакая это не отговорка. Не беда. Лишь бы ты могла это исправить. А пришла ли ты к чему-нибудь в размышлениях о вечности?
Еще нет. Как и раньше, я вижу путь вперед, но не без противоречий. Но торопиться нельзя. Если ты спешишь с выводами, значит неправильно выходишь к вопросу. Подходишь. Пойдем для разнообразия с нами. А? Ведь Сёгуна в добром здравии мигом прекратит все слухи и домыслы. И кто знает, вдруг смена обстановки вдохновит тебя на новые идеи. То есть покинуть царство Эфтюми? Всем от этого только польза. Пожалуй, ты права. Как-никак Сёгун сейчас не в состоянии улаживать дела от моего имени. Так и быть, выйду ненадолго. Раз уж мы решили сменить обстановку, то зовите меня просто Эй. Мне все эти древние титулы... Что? Деревянные титулы не очень нравятся. Что? Разве ты не просто сознание Эй? Неужели сознание может выйти отсюда? У меня свои способы. Я ни за что бы не стала добровольно подвергать себя заточению. Отлично, значит волноваться не о чем. Мы будем твоими гидами. Гидами? Что это такое? Те, что покажут тебе современную Инадзуму и расскажут, где перекусить и повеселиться. Ну, все в этом... Ну, все, идем уже. Я не знаю, я сегодня прям читать не могу, не понимаю. В воздухе витает знакомый аромат, а земля под ногами тверда. Пора сменить обстановку. Куда пойдем? Самое оживленное место города. Так, диалог закончился, я так понимаю, можно телепортироваться, да? Смысла мало, окей. Сундук. Я чуть не утонул только что, да? Так, людям приятного аппетита всем, кто кушает. Как проснуться? Я не знаю, у меня с этим проблем нету. Не-не, мама Мик целует. Так, он здесь приветик. Так, все. Это рынок? Я запомнила его совершенно другим. Магазины изменились, да и торговцы тоже, что, впрочем, неудивительно. Это Сёгун? Почему всемогущий Сёгун здесь? Разве Сёгун не заболела? Как неожиданно. Кажется, я напугала людей. А чего ты хотела? Горожане, конечно же, будут в шоке, если рядом вдруг появится Сёгун. Такая реакция кажется чрезмерной. Разве Сёгун обычно не патрулирует эти места? Патрулирование улиц — работа комиссии Тенрё. Сёгун должна обрабатывать информацию, давать приказы. И у нее на такое нет времени. И к тому же Сёгун в досуге не нуждается. Ей ни к чему приходить сюда, чтобы развеяться. Что будем делать? Может, уйдем пока, а потом потихоньку вернемся? Зачем? Я здесь не для того, чтобы доставлять неприятности, а чтобы просто расслабиться. Пайман вообще-то за простых людей переживает. Ну и ладно, это определенно в твоем духе, Эй. Она такая добрая. Ну, сама Эй, она такая наивная и добрая. Полагаю, в торговых сделках все еще используют Мору. Да, как и всегда, такая искренняя, такая чарующая. Искристая. Постой, Эй, уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя тоже нет Моры? Серхон, ты без Моры. Конечно же нет, в царстве Эфтюми Мора ни к чему. Все, что мне нужно, приносит комиссии. Что ты имеешь в виду под тоже? Да как бы создатель Моры сам нищеброд. Все ведут себя очень прилично. Не вижу ничего такого. А? Что это тут продается? Вкусняшки, наверное? Архонты это бомжи. Ну, реально. Бездельники ходят со своей безграничной властью.
Ну-ка, если мы побулим. Побулим. Бабулим. Она не хочет бабулиться. Сёгун, я прошу прощения. いいえ Все в порядке, не беспокойся. Я просто осматриваюсь. У меня сегодня смена обстановки. あなたの Расскажешь мне о вещах, которые ты продаешь? Конечно, у меня здесь разные закуски, такаяки, данго, молоко и к тому же и тому подобное. А? Молоко? Какое-то оно здесь лишнее. Может, оно и кажется лишним, но на деле это козырь моего магазина. Поскольку многие магазины города утвердились уже довольно прочно, я не мог составить им конкуренцию, чтобы не продавал. Поэтому я придумал создавать новые сочетания, чтобы давать клиентам новый опыт. Из последнего, например, молоко с данго. Данго, тогда оно вязкое отлично смешивается с молоком. Главное здесь не только вкус, но и текстура. 団子に Данго с молоком. Никогда такого не видела. Что тебя натолкнуло такое сделать? Ой, простите, Сёгун, я ничего не имею против вечности. かしこまり Говорю же, не беспокойся. И не нужно так осторожничать. Ты правда думаешь, что преследуемую мною вечность нарушит данго с молоком? А? Что-то она не такая, как я ожидал. Все вышло случайно. Однажды мой друг принимал гостей и сделал слишком много данго и отдал часть мне. Я не знал, что сделать такой кучей данго. Тогда еще плохо продавалось молоко, а данго и молоко долго хранить нельзя. Терять было нечего, и я решил их смешивать. В правильной пропорции вышло на удивление вкусно. 偶然からな Счастливое совпадение. Любопытно. Могу ли я попробовать этот напиток? 私に Всемогущий Сёгун желает попробовать? Разумеется. И вы тоже попробуйте. Эй, Пайман, и вы не спеша пьете молоко с данго. Приятный такой, сладкий. Пьешь и как будто ешь десерт. Очень интересное ощущение. 感 Да, это определенно напиток, но который... что? Притворился едой. おかゆ Очень отдаленно напоминает кашу. どう В で любом случае, мне нравится. Я так благодарен вашему одобрению. こんなに美味しい Наверное, это вкусное молоко с данго отлично продается. По правде говоря, среднее. Продажи не идут? ないん Почему? ですか Потому что мало кто хочет пробовать. Все думают, что такое сочетание странное. Хотя те, кто попробовали, высоко оценили его. Я не имею в виду, что все иностранные вкусы. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Ясно. Это легко исправить. Я прикажу комиссии ящера купить пару сотен стаканов и разнести их по всем домам. Нет, Сёгун, это уже перебор. やりすぎですか Перебор? Да пускай попробуют. Будет жаль, если они упустят молоко с данго. だけです Тебе нравится сладкое? 至極 Конечно. Я слышала, что большинству людей нравятся сладости. Так что в моей любви к десертам ничего странного, нет. Мика говорит то же самое. Ничего так не повышает настроение, как сладости. Куда приятнее, чем часы медитации. Кстати, Мика говорила, что основала какой-то издательский дом Яи, где продаются легкие романы. Мы в итоге реально пошли, купили ей сладости, и сейчас купим романы. それで Она постоянно ими хвастается, но я понятия не имею, что он из себя представляет. Сходим туда? Хорошо, пойдем и посмотрим. Свидание проходит успешно. Да какое свидание? Две подружки вышли пошопиться и успокоить нервишки. Вот и все. Наступили дни, когда нужно сходить, пошопиться, поесть вкусняшек и купить что-нибудь импульсивно. Вот и все. Это нормально. Девчонки, это нормально, не переживайте. Если ваш парень вас не понимает, значит он дурак. Так. Еще не хватает? Один мы выполнили. Все верно. Так, а здесь что? Друзья, что происходит? О, здравствуйте, желточек. Лидия, с возвращением. Сет Лолей, да. Милотень. Сёгун!
Всемогущий Сёгун, что привело вас в издательский дом Яй? Будут какие-нибудь указания? Никаких. Успокойтесь, я пришла просто посмотреть. Постойте, я немного не понимаю. Вас интересует управление, правила издательства или пожарная безопасность? Она просто хочет посмотреть, какие у вас тут книги. Всемогущий Сёгун желает легких романов? Да, посоветуйте что-нибудь. Ну, романы издательского дома Яй предназначены для широкой публики и могут показаться весьма специфическими. Вряд ли у вас есть что-либо... Вряд ли у нас есть что-нибудь достойное Сёгуна, вкуса Сёгуна. Я просто хочу что-нибудь новенького. Постоянно читать одно и то же скучно. Расслабься. Это же слова на бумаге. Что там может быть непонятного? В общем-то, вы правы, но... Да ладно, если Сёгун что-то не поймет, мы объясним. Не переживай ты так, Сёгун просто хочет посмотреть. Тогда прошу вон к той полке. На ней все последние популярные книги. Там также несколько призеров конкурса «Потрясающий роман». Я только что из них сделал сборник для продажи. Не стоит воспринимать их всерьез. Все они лишь развлечения. Хорошо, идем тогда. Давай. Да что такое? Неужели их не... Я их недооценивала. В загадках этих книг мне... Что? В заголовках этих книг мне знакомо каждое слово, но почему они ничего не значат? Например, вот это. Перерождение Хиличурла хорошо тем, что можно стать сильнее, поедая закатник. Какое длинное. Это, знаете, типичное аниме. Название типичного аниме. Правда, что закатник делает Хиличурлов сильнее? Это, наверное, какое-то мясо? Это всего лишь способ повествования. Способ повествования? Это вымысел. Так это выдумка? Какой в этом смысл? Как может быть правдоподобная история, как не заявленная на реальности? Не завязанная на реальности. К тому же, вряд ли Хиличурл способен сочинить истории. Значит, автор ведет заметки о жизни Хиличурлов? Паймон теперь понимает опасения Курокоды. Наверное, слишком современная. Давай-ка мы что-нибудь для тебя выберем. Возьмем что-нибудь легкое для понимания и расскажем тебе. Ладненько. Я человек начитанный, но с такими романами я даже не знаю, за что браться. Но все еще я в предвкушении. Чувствуется стиль Мика, и книги эти наверняка окажутся увлекательными. Тогда подожди немного, мы мигом. Давай. Паймон, кажется... Где субтитры? Вы что, прекратите? Как такое читать? Даже секунды не прошло. Так, если парень не понимает, что надо сделать в отношениях с девушкой. Так. Если парень не понимает, надо менять парня. Согласен. Я теперь все больше и больше боюсь девушек. Почему? Ты не понимаешь? Ты просто, наверное, еще немножко мал. Не переживай. Странник, который хочет написать хороший роман. Книга о боевых искусствах. В центре действия бои между бандами Лиюэ. Главный герой хочет стать простым писателем романов, но из-за уникальных боевых умений он оказывается втянутым в сражение банд. Изюминка книги заключается в том, что главный герой никому не присоединяется, но его постепенно принимают за тайного мастера той или иной группировки. Мастера боевых искусств, которые принимают главного героя за врага, постоянно закатывают сцены. Главный герой попал в переплет, но не бросает мечту стать писателем. Вот чудак. Почему ему так хочется писать романы? Он легко бы мог стать лучшим мастером боевых искусств в мире. Главное не цель, а путь. Тоже правда. Персонаж, который следует своей мечтой до конца, должен заинтересовать ей, не так ли? Подожди. Житейская история о любви. Моя запутанная история подростковой любви. История между заурядным мужчиной и семью прекрасными девушками. Гаремник. Последовательное изложение будничной жизни главного героя наполнено смешными историями. Стиль автора легок, но
основателен, а притягательность персонажей раскрыта во всей полноте. Но когда детская любовь главного героя вот-вот признается ему в своих чувствах, история обрывается. Как волнительно! Типичная повседневка гаремник. Пайман лишь пролистала книгу, но поняла, что эта девушка полюбила главного героя всем сердцем с самого детства. Надеюсь, она обретет свое счастье. Ага, нельзя, чтобы ей разбили сердце. Сюжет увлекательный, но поймет ли всю эту смертную любовь Эй? Приключенческий роман. Реинкарнация в непобедимого Сёгуна Райден. В этой книге в главного героя под громовой Сакурой ударила молния. Когда он очнулся, то обнаружил, что превратился в Сёгуна Райден. Вплоть до этого события жизнь главного героя не складывалась, и все им помыкали. Но став Сёгуном, он обрел бесконечное могущество. В центре повествования чувство перехода от бессилия к могуществу, а также перерождение в главного героя, освободившегося от чувства неполноценности. Но как именно продолжается история после превращения, неизвестно. Даже такое есть. Теперь понятно, почему Курода так разнервничался. Лучше об этом не говорить, а не то у автора будут проблемы. Но автор не выставляет Сёгуна в дурном свете. Если бы кто-нибудь превратился в Пайман и натворил дел, эта книга Пайман ни за что бы делать не стала? Что? Пайман было бы очень неприятно. Пайман, ты чё? Субтитры сломаны, короче, в этом квесте. Судя по вашему виду, вы нашли парочку хороших книг. Книга любви. Вы рассказываете Эй о запутанной истории подростковой любви. Почему 7 женщин вдруг стали одержимы отношениями с главным героем? Это тоже способ повествования. Райден, походу, найдет 7 мальчиков и будет... Да нет, это обыкновенная история, где главный герой под конец должен выбрать одну единственную. На самом деле, в таких историях обычно такого не происходит. Все остаются друзьями. Ясно. Поскольку эти отношения важны, ошибаться нельзя. Но сам выбор порождает страдания и противоречия. Так почему же автор не мог прибегнуть к такому способу повествования, чтобы можно было принять чувства всех 7? Всех 7, и никаких проблем бы не было. Тогда эта любовная история лишилась бы всякого интереса. Любовь? Способ повествования ничего не понятно, но очень интересно. Так что ты скажешь о романах издательского дома Яи? Тебе понравились книги, которые мы выбрали для тебя? Из них я вынесла несколько... Что? Не столько их содержимого, сколько то, какой след оставило на Иназуме время. Когда я решила уединиться в царстве Эфтюмии, ни из издательского дома Яи, ни подобных романов не было. Я не понимаю, почему я не могу. Вообще сегодня просто у меня все плывет, все слова плывут. В соответствии с волей Сёгуна изо всех сил старалась создать вечное государство, которое оставалось бы неизменным. Но теперь хоть и еда, хоть книги, все переменилось. Сердце людей всегда будет требовать перемен. Я с твоей точки зрения не согласна. Так бы я ответила в царстве Эфтюмии. Но истина сейчас у меня прямо перед глазами, и отрицать ее невозможно. За этим мы и пригласили тебя выйти, осмотреться и взглянуть на вещи под другим углом. Конечно, все уже не такое, как в твоих воспоминаниях. Но люди любят свою жизнь здесь и сейчас. Это хорошо, правильно? Да, ты права. Я отношусь к переменам с опаской, но я не хочу, чтобы стремление к вечности остановило перемены в жизни людей к лучшему. Спасибо, что вы позвали меня с собой. Эта прогулка стала для меня откровением.
Мы вышли, чтобы просто развеяться. Не за что. Для тебя это было обычное дело, но для меня это знаменательное событие. Я увидела, что многое и о многом задумалась. Никакая похвала не будет преувеличением. Надеюсь, я надолго запомню ее. Почему бы нам тогда не сфотографироваться? Отличная мысль! Я и хорошо провела время, и лучшим способом запомнить все будет фотокарточка. Сфотографироваться? Понятия не... опять непонятные слова. Не страшно. Пойдем с нами, найдем живописное место, а дальше ты все увидишь сама. Всем привет. Всем привет. Так, живописное место. Рядом. Пойдем. Пойдем сфотаемся. Итак, что теперь? Мы сфотографируем тебя. Мы все сделаем сами, а ты просто стань вон там и прими позу. Словом, фотографии запечатлевают мгновение, поэтому из них получаются отличные сувениры. А что означает принять позу? На фотографиях запечатляется картинка. Ясно. Иными словами, я должна сделать какой-нибудь приятный глазу жест. От этой мысли мне становится как-то неловко. Какую позу мне принять? Подскажите. Чтобы красиво, но без крайностей. Я ничего в этом не смыслю. Элегантную, благородную, солидную и грозную, расслабленную и непринужденную. Расслабленную и непринужденную. Непринужденную? Как насчет этого? Чувствуется вполне естественнее. Попробуй что-нибудь другое. Хорошо, решай ты. Это была хорошая прогулка. Элегантную, благородную не хочется, чтобы она зазнавалась. Солидную, грузную вообще не хочется, потому что она очень добрая на самом деле, просто наивная. И у нее странное представление о мире. Расслабленную и непринужденную. Давай, окей. Ладно, приступим. Выберем хороший угол, чтобы увековечить это мгновение. Где? Камера. Подожди. Сохранить. Так работает? Или мне поговорить с ней надо? Начать съемку. Все понял. Мы как будто бы ее для превьюшки сейчас берем. Так. Вот так. Так, Enter сделать фото. Потыщ. Сохранить. Итак, Тенра достает свой объектив. Готово, посмотри, это фотография, которую мы только что сделали. Поразительно. Это какое-то волшебство? Это копия меня? Но она не может двигаться, не может говорить. Ты что, Гарри Поттера пересмотрела, мать? Это просто застывшая картинка. Я думала, выйдет некрасиво, потому что я застеснялась. Но получилось куда естественнее, чем я ожидала. Поза точь-в-точь такая же, как и пейзаж на фоне. Ума не приложу, как такое возможно? Это и делает фотографию такой особенной. Погоди, я еще не очень понимаю. Объясни, пожалуйста, еще раз. Что на фотографии, это точно не я? Если это не я, почему она выглядит как я? А если это я, то я кто? Это кто? Все, у Пайман перегрузка. Давай ты, путешественница. Это совсем как ты и Сёгун. Точно! Как, по-твоему, считается ли Сёгун тобой? Конечно. Я никогда не собиралась верять власть над Иназумой кому-то другому. Тогда ты, которая здесь и сейчас, кто? Это я. Тут нечего сомневаться. Значит, твое существование не ограничивается одной формой. Мое существование? Кажется, я поняла.
Я — это я. Я только... есть только одна я, которая может существовать в разных формах, и неважно в какой именно. Сёгун, например, одна из форм моего существования. Никакая из ее частей не определяет, является ли она мной. Следовательно, эта фотокарточка тоже форма твоего существования. Значит, даже я, стремящимся к вечности, постоянно меняю форму существования. Поэтому могу ли я требовать от Инадзумы и каждого ее жителей оставаться без изменений? Инадзума всегда будет Инадзумой. Увиденное мной во время нашей прогулки лежит за гранью моих познаний. Сегодня вам раскрылось мое невежество. Вы могли бы не заметить, но все это заставило меня засомневаться в собственном взгляде на вещи. Сегодня я четко поняла, что между моей памятью об Инадзуме и настоящей Инадзуме лежит пропасть. Но было бы неправильно прийти к выводу... Я не могу, почему сегодня меня так шарашит? К выводу, что современная Инадзума больше Инадзумой не является. Ты права. Охота на глаз Бога и статуи всевидящего божества должны были бы служить средствами достижения вечности. Но если бы я и правда приближалась к вечности, ничего бы из этого не произошло. Возможно, я слишком сильно пыталась все удержать. Похоже, Эй все поняла. А это значит, что мы блестяще справились с обязанностями ее гидов. Господин Камаджи! Господин Камаджи! А? Что за шум внизу? Похоже на голос Ипэя. В чем дело? Ипэй? Это кто-то из комиссии Тенрё? Да, сходим и узнаем, что случилось. Ну давай. Ипэй. Сейчас. Ипэй, что происходит? Привет, я... Что? Всемогущий Сёгун? Должно быть, вы ищете господина Кюджо Камаджи. Простите, но он еще не вернулся. Если вам угодно, я передам ему ваше сообщение. Все в порядке. Я не к нему. Просто мы услышали твои крики. Ты ищешь своего господина? Да, господин Камаджи все еще не вернулся с переговоров, и я начинаю волноваться. Но, по правде, он частенько прогуливается по округе и поздно возвращается. Вполне возможно, что он нашел приятное место и позабыл о времени. Но сегодня мне почему-то особенно неспокойно. Кюджо Камаджи. Стало быть, потомок клана Кюджо. Верно, мне очень жаль. Поскольку главе клана не здоровится, а господин Масахита часто в разъездах, господин Камаджи временно служит представителем клана. Говорят, комиссия Тенрё в смятении. Связано ли это с Кюджо Камаджи? Простите нас, всемогущий Сёгун. Клан Кюджи не выполнил свой долг. Спасибо большое за подписку. Репутация клана Кюджи пострадала, и его влияние убывает. К тому же, вы еще не... Вы вынесли свой вердикт касательно комиссии Тенрё. Поэтому господин Камаджи решил начать переговоры и предложить клану Кацукаса принять руководство. Такое обычно обсуждают в штаб-квартире, да? Почему бы не начать поиски оттуда? Нет, на этот раз для встречи было назначено другое место. Мне это показалось странным, но лезть с расспросами я не решился. Они должны были встретиться в горах вблизь великого храма Наруками, у клана Тацукаса. Там нечто вроде укрепления. Такацукаса. Тоже звучит знакомо. Они много лет верой и правдой служат клану Кюджи. Так? Да, именно поэтому господин Камаджи вступил с ними в переговоры. Сколько бы им не нужно было обсудить, это не могло занять так долго. Я искал по всему городу. Если он и правда не вернулся... Возможно, что-то случилось. Да, это приходит мне в голову, но человек моего статуса не может просто взять и вломиться на территорию клана Тацукаса.
Мы сходим и проверим все для тебя. Не стоит. Может, я просто чересчур переживаю. А если переговоры все еще продолжаются, не хотелось бы их сорвать. Я всего лишь слуга, но мы с господином Камаджи вместе выросли. Как бы с ним ничего не случилось. Я не так умен, как господин, и не могу разделить его ношу. Но я не хотел бы, чтобы он пострадал из-за моего бездействия. Что скажешь, всемогущий Сёгун? Давайте сходим и проверим. Что стряслось? Вряд ли тебя станут осуждать за сорванные переговоры, если буду рядом я. Более того, все это происходит потому, что что я вовремя не приняла решение. Мне этой проблемой заниматься. Ответственный подход. Бесконечно благодарен вам, Сёгун. А я тем временем продолжу поиски. Местоположение лагеря я отмечу у вас на карте. Надеюсь, все пройдет гладко. Давай. Ну, пойдем. Окей. Это в дырочку надо будет идти? Или на гору? Не, на гору. Ладно. Пими! Спасибо за подарочек. Как твои дела? Так. В дырочку не надо, ладно. Сейчас стамина восстановится. Так, Арина, привет. Так, Нахида ушла. Все люди разошлись. На ютубчике люди только сидят, да? Хорошо. Когда меня разбанит ТикТок, я не понимаю. Ну, признайте, что вы тоже чуть-чуть их заостряете. Ты о чем? Это у вас природно или вы зубы себе точите? Что вы обсуждаете? Вы что такое чат Ютуба? Вы что, с ума сошли? Какие зубы? О, данж. Подожди. Благодаря полученной от ИП информации вы отыскали тайное укрытие клана Такацакуса. В текущих условиях, когда комиссия Тенрё переживает кризис, а Кюджи Камаджи давно не возвращался, невозможно заранее предположить, что может произойти. Кстати, мне же отряд поменяли. Мне сказали Яньфэй убрать. На кого кого мы сюда воткнули? Вроде бы она. Блин, я забыл, какой билд мы делали. Кто знает? Я не помню. У меня как будто персонажей не хватает. Где мои персонажи, алло? Блин, я забыл. ТТ лагает просто ужасно. Да, Пими, лучше иди на YouTube или Twitch, потому что TikTok у всех лагает просто адский. Кто же у меня был? Ладно, я оставлю как есть. Все равно всех убью. В смысле горы? Он же сосиска, мы не берем сосиски пачки. Ничего себе! Это место отлично спрятано! Интересно, зачем им было заводить так далеко в горах такое сооружение возводить? Чтобы обезопаситься от бедствий, чтобы скрыться от чужих глаз. Что-то здесь не так, я чувствую опасность. Продвигаемся осторожно. Наследнику клана Кюджи может грозить опасность. Нингуан. Нингуан? Не, это геопачка, как это получается же, не? Райден. Она так меч классно достает. Ты все испортил, я же любовался, пес. Так, с ней же ничего не будет падать, дальше. Ладно. Что здесь делают Ронины? Это же база комиссии Тенрё. Что-то здесь не так. Нужно избавиться от всех, кто встает у нас на пути. Так, вы что, встаете у нас на пути, пацаны? Это вы зря.
Не, так тоже хорошо, но просто мы на прошлом стримчике меняли отряд. 6308 И что-то мы сделали, мы решили, собрали 2 отряда, в общем, наконец-таки. Но я забыл уже, надо будет пересмотреть. Испытание выполнено. Кстати, в этом квесте читы посмотри Что? Скок созвездий у Райден. Ну, скорее всего, все. Подожди, а я могу? Как посмотреть? Через Си? Пробным созвездие. 3. Дичори Дехия Фишель. Это на вчерашнем стриме. Ой, Дехия Фишель. Надо будет что-нибудь придумать другое. Ладно, посмотрим. По голове упала. Вот тебе палка. Да, ты-то куда полез на свою палку? Свою палку никогда не видел, дурной. Открывай. Пацаны, палка. Нет палки. Пацаны, потом. Потом будет палка. Где моя палка? Так, Райден, ты что сидишь без дела? Алло. Уф. Можно стать мечом Райден? Вот это вот я всегда... Я бы стал мечом Райден. Прям в легкую. Ты можешь заготовки сделать в отряде. Да, я знаю. Я просто забыл сохранить тогда. Это было в конце стрима. Вас так много. Так, кто еще? Все? Ладно. Ловите. Мне больно на это смотреть, в смысле? Я ж всех убиваю, в смысле больно? Почему Пими меня булит? За что хейт? Так. От меня что-то тут скрывают, скажите честно. Так, мне в дырочку. Сейчас я проверю другие дырочки. Тут ничего нету. А то вечно от меня сундуки прячут, а я потом как дурак хожу без сундука. Вот, я же говорю. На самом деле текущий отряд в принципе логичен, если Чиори в качестве карманного ДД, а Янка... Ну, мы же так и собирали изначально этот отряд. Чиори вот так делает, потом бумс, и она фигачит. А потом это раздувает. Окей. Открывайте. Рацата, смотри. Ну, примерно так и есть. Я бью, что бьется. Пацаны. Бум. Но зато, смотри, они же все умирают, просто вообще как щепки разлетаются. Разве это не главное? Все. Не ломается. Так, сундука нет? Нет. Тут нет? Тут нет. Ну и ладно. Яна крутая. Да, Янка такая. Это лифт? О, это лифт. Я смотрел секретные проходы, потому что в прошлом лифте были. А то вы подумайте опять. Обычно не наговаривать. Ну, сначала палку Джун-Ли, потом мишку Чиори, потом рука Янки. Так я ж так и делаю. Я делаю так, а потом уже что откатится быстрее. Смотри, это Кюджи Камаджи. А с ним... Ах ты пес. Секретные проходы Чиори. Какая она на пафосе зашла. Всемогущий Сёгун!
Сёгун, как вы здесь? 今の状況を Наследник клана 私に話してください。 Кацу... 高塚家の跡という Такацукаса, объясни, что здесь происходит. Мы просто обсуждали мелочи. Недавно случившееся в комиссии Тенрё. Всемогущий Сёгун, не о чем беспокоиться. Ты как общаешься? Значит, необходимо встречаться в таком уединенном месте с охраной из ронинов. И Кайраги возникла тоже из-за этих мелочей. Ну, в последнее время было неспокойно. Все это из соображений безопасности. Молчать! 九条家の人 Слово тебе, наследник клана Кюджу. Хорошо. Я пришел сюда с целью переговоров, а оказалось, что им нужно было лишь письменное признание клана Кюджу. 罪を Письменное признание? Да. Признание всех преступлений, сотворенных кланов Кюджу от начала охоты на глаз бога, включая недавние проступки. Все согласно фактам, ни капли лжи или вымысла. Не отрицаю, но также в нем подчеркнуты достижения клана Такацукаса, который якобы в опасное время не растерялся и сделал все, чтобы спасти положение. Все это небылицы. Ах ты двуличный, сначала говоришь одно, а потом другое. Говорю как есть. Уверен, всемогущий Сёгун рассудит справедливо. Клан Кацутокаса всего-навсего пытается выглядеть хорошо, чтобы занять место клана Кюджу. Зачем еще ты в письменном виде признаний искажаешь истину и выставляешь свой клан в выгодном свете, вынуждая меня подписать его под угрозой заточения? Что ты такое говоришь? Никто тебя здесь не держит, мы просто ведем переговоры. Ты лжешь! 状況は По-моему, я поняла, что происходит. Вы его бредни не слушайте. Крупнейшее прегрешение клана Кёджи вам должно быть известны. Так и то, что нельзя доверять ни единому их слову. Ваши распри меня не интересуют. Наследник клана Кацутокаса, ты хочешь стать главой комиссии Тенрё? Я правильно понимаю? Ну, да, конечно. Так, все равно путаюсь в кланах Ханадзуму. Я тоже путаюсь. Так, посвятить свою жизнь служению всемогущему Сёгуну. Вечное стремление каждой в комиссии Тенрё. そうであれば Все куда проще, чем вам представляется. Все-таки глава комиссии Тенрё назначаю я. Главой может стать любой, кто победит меня на дуэли. На дуэли против всемогущего Сёгуна? 初代天領 Первый глава комиссии Тенрё доказал свою волю с мечом в руках, поэтому титул сей наследовался кланом Кюджу. 私に Для того, чтобы был назначен новый клан, должна произойти дуэль. Ну, まさか ты не умеешь обращаться с клинком? Или преклонные годы и немощность отняли у тебя веру в собственные силы? 私の Ты говоришь о том, чтобы ために口を開きながら посвятить жизнь служению мне, но боишься предстать перед моим мечом? そうですか Забудь. では Ну あ а なた вы, たちは любой, кто победит меня, Цакатукаса или иной, будет назначен новым главой комиссии Тенрё. Я победил тебя, я теперь главный. Пацаны, что, обосрались? 私の前に立つ Никто не 勇気のある осмелится мне бросить вызов? Я... Всемогущий Сёгун, на дуэль вызову вас я. Что? 九条家の人 Наследник Кюджу, мне жаль, но даже если ты победишь меня, ошибок твоего клана это не 九条家 искупит. の Я понимаю. У меня против вас нет ни единого шанса. И я знаю, что из-за ошибок моего отца главенству клана Кюджу в комиссии Тенрё конец. Даже исполняя указ об охоте, я сомневался в решениях моего отца. Я знал, что поступаю неправильно. Я сомневался, размышлял, ясно осознавал ситуацию, но так ничего и не предпринял. И никто нас не спас, и никого не спас. Пими, спасибо. 今の九条家の没落は Упадок клана Кюджу будет наказанием за мои поступки. Не могу сказать, что не смог 何もしなかった что не смог его предотвратить, потому что для этого нужно было хотя бы 少 постараться, 々残 попытаться. 酷ですが あ Говоря なたの力で предельно честно, у человека твоих сил ничего бы не вышло. はい Да, я слишком слаб. 僕の力はビビ Отцу на меня наплевать. Брат помочь не может. И меня даже порой поучает Ипэй.
Так было всегда. Но, по крайней мере, сейчас, в последние дни клана Кюджи, мои интересы представляю я. Его интересы представляю я. И обязанности отца принадлежат... надлежат исполнять мне, простите, пожалуйста. По словам Сёгуна, мой предок однажды показал свою волю мечом. Прошу, тогда позвольте мне. Кюджи Камаджи, завершить историю клана Кюджи так же, как она начиналась. Это моя последняя возможность сделать хоть что-то. Это лишено всякого смысла. Но я принимаю вызов. Ступи вперед. Мы будем драться за него? Что происходит? В смысле? Мы будем драться пацаном? Или Райден? Честь клана Кюджи была выкована храбростью, закалена искренностью. Покажи мне, выдержит ли твой... Я готов учиться, Сёгун. Шапаллахаму. Эй, добрая, она не такая, как Райден. Она не будет его убивать. Очередная, тем не менее, честь клана Кюджи все еще течет в твоих венах. Кюджи Камаджи ранен. Наследник Такацукасы, вы обязаны позаботиться о нем. У вас нет храбрости сразиться со мной, но с такой мелочью вы справитесь. Разумеется, мне очень жаль, прошу прощения. Я слышал, что клан Кюджи уже не справляется с работой комиссии Тенрю. Поиск преемника главы комиссии – дело неотложное. Но после этой дуэли я решила с наказанием для клана Кюджи повременить. Тем временем клан Такацукаса, так и прежде, продолжит поддерживать клан Кюджи. Будет сделана воля всемогущего Сёгуна, для нас закон. Напоследок, если вы думаете, что можете копировать методы Фатуи, представляя мне ложные сведения, из-за чего страдают мои суждения, я перестану перед вами вновь, но мой клинок будет беспощаден. Мы все поняли. Благодарим всемогущий Сёгун за вашу мудрость и милосердие. Ладно. Дальнейшим расследованием займется Окуджу Мэсшу. Следуйте за мной, найдем тихое место. Мне нужно кое-что с вами обсудить. А что получит топ-1 по лайкам? Респект и уважение. Ничего не получит. Это просто, чтобы вам было не скучно. Лайкать не обязательно. По личному желанию. Можно и меня тоже накажет. Можно я ее накажу? Можно я накажу Эй? Можно я буду вместо ее меча? Я бы занял место ее меча. Потому что она его так достает, интересно. Я бы не против. Занять его место.
Так. Когда приходится разбираться с проблемами, ты совсем как Сёгун, такая грозная? Неужели? По-моему, я была весьма любезна. Будь на моем месте Сёгун, она бы без лишней мысли обезглавила бы Кёджи Камаджи. Ему повезло. Мне кажется, он был к такому исходу готов. Это было видно по его глазам. В клане Кёджу от его былой славы до нынешнего упадка произошли разительные перемены. Кёджи Камаджи — наследник, вовсе не выдающийся, но он показал, что в меняющемся мире некоторые вещи остаются такими же. Я благодарна и вам. Удивительно, увиденное на улицах и фотографии тоже помогли мне понять это. Какое будущее ожидает Кёджи? Продолжат ли они управлять комиссией Тенрё? Ни за что. Даже если бы их наследник был талантлив, а совершенных ими ошибок уже не исправить. Но я дам им еще немного времени, ведь они не единственные, кто делал ошибки. Сёгун не ошибается. На самом деле Сёгун сделала до хрена ошибок. Она попросту на это не способна. Но я, будучи Эй, хотел бы принести свои извинения. Мне предстоит осмыслить многое, но я, по меньшей мере, знаю, куда идти. Будешь ли ты править Инадзумой непосредственно? Это я предоставлю Сёгуну. Величайшей угрозой вечности остается приходящая со временем эрозия. Как я уже говорила, Сёгун обладает устойчивой защитой защитной системы от модификаций. Она установлена потому, что я предвидела собственные изменения с ходом времени. Но я уже приняла решение и сделаю то, что необходимо, как бы сложно это ни было. Это была весьма приятная, памятная череда событий. Не то слово. Ты разобралась с комиссией Тенрё, а горожане увидели здорового Сёгуна. Все эти ужасные слухи исчезнут сами собой. Если тебе понравилась прогулка, можем как-нибудь поговорить? Повторить. В следующий раз мы принесем тебе диковинок. В следующий раз мы принесем тебе забавных безделушек. Не надо. Такому в моей жизни нет места. И не надо говорить так, будто я не обойдусь без компании. Ладно, я готова возвращаться. Мое уединение продолжится, но ненадолго. Мелкими делами тем временем пускай занимаются люди. Тогда увидимся! Случилось много неожиданностей, но все закончилось на удивление хорошо. Осталось лишь вернуть пропуск Яймика. Давай. Это обнова? Нет, это не обнова, это квест легенд. Задание легенд. Всем привет! Привет, давно в Геншин играешь? 4 месяца уже. Я выбил слугу. Это кого? Поздравляю, я не знаю, кто это. Слуга? Подожди. Она слуга? Я не понимаю, о чем речь. О ком речь. Яймика, пойдемте общаться. Я вернулся. Зачем ты вернулся в ТикТок? Арлекин — это слуга? Мика, мы вернулись! Выдалась отличная прогулка. Вот как. Тогда вы должны мне все рассказать. Вы рассказываете Яймика о произошедшем. Как забавно, наш всемогущий Сёгун оказалась в большом городе и стала похожа на деревенскую девушку, которая с широко раскрытыми глазами пытается не потерять его на улицах. Не потеряться на улицах. Очень жаль, что я не видела этого собственными глазами. Только ты смеешь говорить подобное. А нравится же вам Сёгуном друг друга подкалывать. Все в порядке. Она бы не возражала ни за что. Так из сказанного вами выходит, что наконец начала понимать, какой должна быть вечность. Это самое главное достижение. Когда я давала вам пропуск, то и мечтать не могла о таком значительном успехе.
Да, похоже, она больше не будет вынуждать всех застыть в покое. Даже боги, мягко говоря, иногда предаются самообману, выражаясь менее приятно. Существуют вещи, которые не под силу даже семьи, если они сталкиваются с чем-то более могущественным, нежели они сами. Ты о человеческих чувствах? Угадай. В общем, звучит так, как будто прогулка была очень приятной. Вам даже удалось увидеть что увидеть менее формальную сторону Эй. Когда вам захочется повидать ее, просто приходите и берите у меня пропуск. Она никогда не признается, но ей частенько бывает одиноко. Что? Но она сказала, что ей компания не нужна. Это потому, что она архонт. Не то, чтобы архонтам не нужна компания, просто ей это кажется излишеством. Но ты не принадлежишь этому миру. Возможно, именно такой человек, как ты, ей нужен. Девочка, привет. Размышления о бренности. Ей, закончили. Так. Что такое? Это получить. Ну, давайте. Пусти. Мы идем к нашей Катерине. Так, не забудь репутацию за себя. Блин, точно. Слуга — это Арлекина. Арли, слуга — это отец, это все Арлекина. Так, вы определитесь, кто она. Чат. Вы какие-то непостоянные. Вам нужно приобщиться к вечности. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Спасибо. Так, здесь в чем? Здание легенд. У нас открылось новое, да? Открыть. Бум. Все. Так, что у нас тут еще? Достижение. Шумацу Гайден. Ввяжитесь в драку между Шумацубан и Фатуи. Сделали. Так, что у нас есть одна крутка? У нас есть две крутки. Внезапно. Давайте исключаю. Нойзи Факс говорит, так все просто. Арлекина состоит в Фатуи. У нее есть титул /погоняла, слуга. Также она держит детдом, там ее кличет отец. Смайл улыбка. Понял. Еплай говорит, удачи. Черная кисть. Эшли Спасибо. говорит, ну давай, это легко. Взял указательный палец, до носика подносишь и делаешь буб. Буб, я так котику постоянно делаю. Эндрюс говорит, ты видел, у Предвестник тебя зари. квест официально появился по Шенда Ринга. Эндрюс говорит, Генда звездочка. Нет. Нойзи Факс говорит, Эшли нет, я не бупаю. Цисин. Жертва. Усер говорит, етить здание колотить. Шумацуба. Успела. Нет, не Санатамик успела. говорит, мой кот пришел, разорался, поел и ушел. Эшли говорит, даже Тенра делает так, он хорошка, буб давай, Фокс. Буб А мне Мимика разочек говорит, куда-нибудь. особая гадальная бирка, название квеста. Угу. Нойзи Факс говорит, как тебе квест Райден, давай, свое мнение, стример. Прикольно, говорит, мне репутация. понравилось. Я узнал Райден с другой стороны. Вот это. О, ничего себе. Эшли говорит, Так. хахах, меня бупнуть куда-то. Куда-нибудь Это бупни. куда, Ола? Ну куда-нибудь там можно. Фокс, найди место, куда бупнешь ее. А здесь что? Я же ничего не делал. Почему у меня есть какие-то подарки? Вот Санатамик здесь? говорит, квест Райден первый или второй, я не помню, в каком была сеньора. Первый, это первая встреча же. Получить награду. Нойзи халява. Факс говорит, обратил внимание, как Сею меняет классно голос между Сёгуном Да, и Эй. да. Я об этом говорил на стриме. Так, тут в чем? Эшли говорит, ха-ха-ха, можно куда угодно, только не хвостик. Нойзи Факс Ладно, говорит, выше хвостика нет, можешь. я не буду бупать. Так, подожди, хомячит. Капец ты хомячишь, можно мне тоже?
Капец, я теперь голодный. Созвездие. О, она у меня уже смотри. Анимика говорит Буб от Фокса. Ждем всем селом. Смерть Кингфейс. Так, еще одна крутка есть. А, это же не надо делать, что я... Эшли говорит Забыл. не, выше хвостика спина выходит. Значит можно. А, ну значит ниже. Я просто по-другому смотрел. Дубина переговоров. Спасибо, игра. Спасибо, игра твар. Нойзи Факс говорит, я своими бупами не раскидываюсь. Они только для той самой. Ой-ой. Куда, как? Пустите меня. Мне нужны Надзуми. Эшли говорит, как это Фокс, и не думаешь. У нас в крови бупать. Еплай говорит, ну ничего. Через 80 плюс крутоп гарант. Спасибо за поддержку. Япи, ты такой добрый. Давайте я открою быстренько этот. У меня свободный вход стоит все это время, серьезно. Санатамик Залетайте, говорит, кто раньше, хочет. В бородатые времена говорили, если пришла дубина переговоров, значит следующее будет Лего. Ну, у меня их уже Эшли было говорит, куча, «Вау, поэтому не ну считается. тогда оповестишь нас, когда первый свой буб сделаешь. Никита говорит, я сегодня выбила Арликина. Поздравляю, Никита. Нойзи Факс говорит, второй квест А Райден я еще нет. классней, на мой взгляд. Я страдаю, мне больно. Не описать боль и унижение. Беда, беда. Куда? Эшли говорит, мы сок из винограда пить будем, отмечать первый буб Фокса. Лиса. Твоя сестра? Эшли говорит, это у лисов как первый раз ахахаха. Никита говорит, ничего страшного. Ивакр говорит, как дела? Все нормально. Как твои Санатамик дела? говорит, Арликина, я в том возрасте, когда вспоминаю песню Пугачевой. Нойзи Факс говорит, так вот, ты пропустил, пока 姫 читал. のような弱さ Ты тут не думай о том, чтобы быть мечом Райден. Ты Почему? должен думать о том, чтобы быть колготочками Чари. Ну, не знаю. Подожди, мы же о разных вещах говорим. 散りなさい Санатамик говорит, у Тиари чулки. 私が手 Ну да. Я понимаю. Ну, просто как-то это не звучит. Как будто Чиори меня натянет. Мне как-то это не очень нравится. Осуждаю. А вот быть мечом Райдена — это неплохо. У нее Нойзи чулки, Факс да, вон. говорит, где чулки. Вот же. Они же цельные. Нет, нет. Санатамик говорит, обхахпха. Ну хотя, не, это колготки же. Потому что, видишь, цвет кожи отличается. По-любому это колготки просто такие модные. Ладно. Так, какова? Какова? Нойзи Факс говорит, колготки с узором. Да. Санатамик говорит, еще и повязочка секси. Да. У меня одна девушка так очень любила одеваться, но они вот примерно вот такие вещи были. Колготки, вот такая подвязка была. Немножко вызывающая, но она не постоянно так ходила, но выглядела очень вызывающе и прикольно. Хотя я не фанат чулков. Говорит Тенра, поздравляю с Тиари на 90. О! Спасибо. А ты кто? Ты почему? Эндрюс Ты же говорит, какой-то слабый, Тенра, да? ты ничего подозрительного не заметил. に染まって散りなさい А что произошло? Я не заметил. Что случилось? Куда смотреть? Санатамик говорит Тенра. Ты А, же я нет. 私が定義する Чего там? Я понял. Пока я там дерусь с главным боссом, они бьют приспешников. Вот так вот. Ай-яй. に染まって散りなさい Кто взял? Мика взяла деда, чтобы моя Чори была сильнее.
А, еще щиты раздавать. Чокеры на ногах. Один из аспектов сексуализации девушек, который еще может позволить себе Китай в условиях их жесткой цензуры. Так. Ну, Никита говорит, ладно. ты успел забрать плайнер. Какой планер? Ты о чем? Я не понимаю, чат. Что-то как-то в чате все стало разрознено, и я перестал чувствовать суть. Санатамик говорит, это взрослое поколение любит говорить, что девушки должны выйти замуж до 30, а парням можно до 40 гулять, что за несправедливость. Никита говорит, Я так не говорю. А Мегали говорит, чулочки имба. Зеленый? Нойзи Факс говорит, я хазе, может он про планер Xboxа. А, нет, у меня такого нет. Хотя, нет, зеленый какой-то у меня был, я же на Нахиду его одел, нет? Ну можно в любом же посмотреть. Воздушный планер, вот этот есть. Или ты про вот этот? Говорит, такого у я меня уже нету. нафармил босса для такой Орлена есть. 38 РП, чтобы на 90 возвысить. Ты молодец. Нойзи Факс говорит, да, есть, ты забрал с почты в начале патча. Ола. А кого вы там бьете? Зачем вы там обижаете Санатамик людей? говорит, Нам туда. планер Xbox давали всем 1 января. Ну, если это он, значит забрал. Че, этих пацанов тоже надо обидеть? Ну давайте. 絹のような弱さねやっ Кто где? Все? А, не все, вы куда убежали? 私が定義するやっ Ну теперь все. Так. Ой, ё-моё. Кто недружелюбный? 次紅に染まって散りなさい Да не то, куда? Куда ты фотоешься? Прекрати. Ну ладно. Что я Говорит, запаниковал? имя Орле вчера 50 снесла обычной заряженной атакой, она на 70 и Коршун на 70. Везет тебе. У меня Орликина даже нету. Боль, печаль. Так, бумс. Все, собрали награды, сделали все, что могли. Правильно? Правильно. Следующее, что мне дадут? Мне дадут карточку и рецепт. Санатамик говорит, если бы бой был в реальности, это же весь мокрый, грязный. О каких платьях вообще может идти речь, ха? Да нормально. Нойзи Факс говорит, ты ток не плачь. Кицинка хорошка. Отстань. Кстати, я увидел, что это, оказывается, не Говорит, настоящая она еще кошка-девочка. желает тебе, чтоб выпало. Спасибо. Кицин, я-то думал, что она кошка-девочка, а я присмотрелся, она же не это. Это из волос. Это как Дехия, развод. Мне еще на прошлом стриме говорили как Дехия. Я думаю, ну нет, это же кошка-девочка. А оказывается, нет. Меня развели. Нойзи Факс говорит, ну да. Да. Я же писал, как Дехия. В этом и проблема. Я-то думал, это просто прикол, а это, оказывается, реально. Тут кошка-девочка, только самое прикольное это Кирара. Где она? Как посмотреть? Галерея персонажей. Где Кирара? Вот. Никита говорит, за Скаймири. Вот это же она? Она же Нойзи кошка-девочка? Факс говорит, в игре ток 3 кошка-девочки. Диона, Два Риет и хвостика. Кирара. Как у нее 2 хвостика поместились? Эшли говорит, я и Мика лучше лисиятка. Класс. Ушки-то тоже не настоящие, бантик. Но зато хвостики есть. Санатамик говорит, Кецин, это первая девочка с крючком, а потом пошли хайтом, Тиари. Нойзи Факс говорит, она йокой, неко кто-то там. Говорит, а вы за что в другие добавляешь? Эндрюс говорит, Просто Шалолейн когда тоже на стримах кошка-девочка. люди присутствуют, добавляю. Давайте сфотаемся вот здесь прям. Давайте, становитесь. Какой буллинг Тендры? Япи, прекрати. Назар Уайти говорит, здрасте. Здрасте. Нойзи Факс говорит, ой да, Шиланин еще, Так, гепардик. Что-то как-то вас двое. Никита говорит, гепард. Поменяйте кто-нибудь Санатамик Орликина. говорит, Кирара, Никамата,
У них раздваиваются その хвосты. ように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。 О, о. 何を見てしまうと。 Так, все, теперь поближе, все в кучку, все в кучку. Сейчас мы фоточку как сделаем? Ой, присела, присела, посмотрите на нее. Что за пафос? Говорит, можно вас добавить. А, да, ты же заходишь на стримы, конечно. Ну, как-то так. Что-нибудь я отсюда выцеплю. Все, ладно. Санатамец говорит, встали по росту. На этом все. Мы сделали все, что нужно на сегодня. Смолу, когда она у меня накопится, я ее просто перелью в густую, и все будет хорошо. Все, чатик. Мы сегодня даже дейлик прошли. Большое спасибо Мики, Эшли и Яппи за то, что помогли пройти еженедельный квест на боссов. Вот. Что сделали со мной фоточку. Вам, чатик, спасибо большое за ваши 32 тысячи лайков. И что? Спасибо за лайки, подписки и подарки. И самое главное, спасибо большое за то, что провели это время со мной. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Все, чатик. Я вас выключаю. Пока. Всем хорошего выходного. Сегодня еще будет стримчик, сегодня будет стрим по КСу. И, возможно, будет еще один стримчик между стримом по КСу и этим, но я не обещаю. Все, всем пока. Так, ютубчик, твич и трова. Вам отдельное пока-пока.